вот у вас скоро будет война. Говорю, какая война? Так, а куда ты ехал? Ну, тебе же сказали, что ты едешь на войну. На войну. Ну, не знал, что такая война будет. Настоящая такая, все. Жестко все будет. Ты тут добровольно на записи, публикацию согласие даешь? Вот. Да. Ну что, тебя никто не заставлял, как бы я все объяснил, что на дальнейшую судьбу тут никак вплинуть не повлияет, поэтому, в принципе, ты можешь говорить все, что хочешь, вот, только без оскорблений. Как-то так. Ну что, давай сначала тогда представься, фамилия, имя, отчество, откуда? Я говорить? Так как хочешь. У нас, я же говорю. Я Наум, с Пермского края. Год рождения. Год рождения 98-го года рождения. Угу. Что-то еще? Где служил? Я не служил. Ну, я имею в виду, мобилизовали куда? Писал контракт. Сказали, там нормально все будет. А, ну что? Денег заплатят? Денег много заплатят. Там сказали, подъемные столько дадут. 300 тысяч сказали сперва. Потом еще сверху 200 должны выдать. Ну, это за первый месяц? Да. Еще выдать должны. Угу. Но вышло так, что дали только 200. А потом отправили, получается, ну, на место отправили, короче. Давай заново, тогда было проще с вопросами. Давай, короче, с вопросами давайте. Когда ты подписал контракт? 25 апреля. Апреля. 24 года. Хорошо. Когда тебя уже забрали? В эти края меня забрали 30 числа, оттуда вывезли. Угу. Куда? На полигон? Вывезли, получается, на Донецк. Ну, не в Донецк, а Ростовскую область. Ну да, оттуда в Донецк на машинах, да? Оттуда, да. Ну, в леса, да? В леса, получается, вывезли. И что, там тренировались? Ну, двоечки тренировались. Долго? Ну, 2 недели тренировались. Ну и как тебе? Без стрельбы, без всего. Чего? А что вы делали? Ну, накатами двоечкой накатнулась, потом вторая вот так. Ну, я понял, типа, работу в группах отрабатывали. CQB отрабатывали? Нет, такого. Знаешь, что такое? Нет. Так. Короче, ну и что еще? Вы бегали 2 недели туда-сюда? Да, 2 недели бегали на этот полигон, бегали туда-обратно. Ну, пешком ходили. И что, ты ни разу не стрельнул? Нет, не стрелял. Ходили в тир. В тире стрелял. Куда, подожди. Ты уже на полигоне вы в тире стреляли? Не, на полигон мы ходили так, чисто. Ты 2 недели учился. Да. Вам там стрелять давали? Там некоторые стреляли, получается, а некоторые не стреляли. Подготовка чисто была. К чему? Ну, подготовка к тому, что вот у вас скоро будет война. Говорю, какая война? Так, а куда ты ехал? Ну, тебе же сказали, что ты едешь на войну. На войну. Ну, не знал, что такая война будет. Настоящая такая, все. Жестко все будет. А как ты думал, ты приедешь, мы тебя тут цветы, что тут еще, хлеб, да, соль? Да нет, там просто, видите, в военкоматах говорят, вот ты поедешь водителем, там работать. Ну, получается, там будешь, или ты банщиком поедешь, баню будешь топить. А приезжают, тебя уже в другое место запихивают, и все, ты вперед, иди. Ну, да не, ну то это же всем вам вашим рассказывают, понятно. Тут вопрос в том-то, 2 недели, что ты, тебя там первую помощь обучался? Да, получается, обучался, ну как? Ну сколько там дней? Ну как, турникет накладывать, или у вас эти эсмо? Ну, не турникет, это получается жгуты. Ну, эти, да? Ну я понял. Вас... На правую, на левую руку, на ногу. И сколько вас тренировали? Это получается, ну как на полигон идешь, так и тренировали. Ну каждый день по чуть-чуть? Да. И что, вы накладывали жгуты? Да. ИПП, знаешь, что такое? Нет.
и индивидуальный перевязочный пакет. Бандажи, Тоже не знаю. пневмоторакс. Тоже не знаю. Вас это ничего не обучали? Ни Нет. пневмоторакс, Нет. ни ничего. А, ладно, понятно. Что вас еще интересно обучали? Ну, стрелять давали? Ну, в тире стрелять давали. В тире куда? Куда-то? По мишеням там, мишени были. Получается, цинки были от патронов. Их вешали на деревья вот так. И мишени, И вы просто стреляли? да. Ну, Накатами стреляли. Вот одну мишень, потом бежишь на другую мишень, стреляешь. И что вам вообще? Стоечкой, лежа. Ну, вам объясняли, к чему вас готовят? Ну, сказали, учимся пока. Ну, на практику ходим. Что, рассказывай. Практику чего? На практику, ну, пока учебка идет. Я думал, учебка будет еще дольше идти. Ну, тут позвонили, ну, как, старший сказал, что готовимся, РДшки готовим. Что такое РД? Ну, сумки. Рюкзаки типа? Да. Готовим и выдвигаемся. Смотри, тебя забрали 30-го. Ты в начале мая был, получается, в Украине. 2 недели тренировался. Что ты еще 2 недели делал? Потом меня перевезли в другое место уже тренироваться. И ты там еще тренировал? Да. Хорошо. Сколько у тебя было боевых выходов? Боевых выходов. Ну, на полигон я ходил Арестович вспомнил. три раза. Да не на полигон, на боевые именно на 0. Первый раз. Это первый выход. И как? Что, Не очень. берем? Не очень. А что не очень? Мы, получается, с точки шли. Нам приказали взять, ну, получается, там залитый бункер или не знаю. На 183-й точке. Оттуда сказали на 191-ю точку выдвинуться. Мы туда выдвинулись. Я говорю, там я туда не пойду. Либо тебя сейчас придут обнулять, либо иди туда. Тебе командир говорит? Да, командир говорит, сейчас приду, я тебя обнулю. По рации или что? Да, по рации, по тутке. Сразу же я тебя обнулю здесь и все. 200-м сделаю. И ни туда, ни сюда будет получаться. А что так? Я даже не знаю. Отправили, я побежал. Пулеметчик сработал. Ну, сколько вас шло? Нас было 20 человек. Ну, и вам сказали занять какую-то позицию нашу, Да, да? по накатам, по окопу, получается, по двоечке. Перебежать, типа, и занять нашу позицию, да? Да. Ну, а автомат у тебя все было, БК? Автомат, БК. Но я БК, получается, по дороге, когда шел, Потерял, нахуй? выкинул. Лишний груз. Начал там не нужен вообще. Да ты не собирал? Ты ж понимаешь, что тебя прислали сюда убивать? Что ты должен был убивать там военнослужащих украинской армии, если надо будет стрелять там с минометов, с пушек по жилым кварталам, по детям, ну, ты понимаешь, что такое война? Ну, почти сейчас уже догоняю уже. Ну, всё. понимаешь, что тебе дали, это ж тебе не просто отправили, ну, я не знаю, цветочки, ты говоришь, ну, я не думал, что так будет, а как должно быть? Вот прикинь, у тебя там, где твоя мама, живет война, и я туда прихожу, и она живет там в доме, да, в частном-то, ну, и надо будет там родители, там, друзья твои, да, к примеру, и только мне надо было бы туда везде стрелять, и тебе же такая же задача. Вот. Короче, как-то так. Ну, а вам что объясняли? Вас было 20, вам сказали, иди, ты БК оставил, чтобы вес был полегче. Полегче, сколько там БК, вот в пачках давали, получается, 30 патронов в пачке. пачка 30 патронов, их подавали, ну, по 10 штук, По 10 пачек? 10 пачек. Нормально, он так еще возле. Да? На А 20? я взял 8 пачек, да то 5 по дороге скинул. Да потом еще... А воду, еду? Ну, получается, пачка вот сухпая на 3 дня. Вот такая коробочка Ну, я знаю, да. на 3 дня. Это, Ее ж не хватит на 3 дня, ты знаешь? это я знаю. Там на суточный рацион еды.
Что на И 3? 1,5 на сутки. Воды? Да. А летом сколько человеку надо выпивать? Ну там 5 литров максимум надо. Хотя Что бы. не максимум? Летом, если не ошибаюсь, 2,5 литра воды для нормальной жизнедеятельности организма. А ты взял 1,5 на 3. И еды в 3 раза меньше взял. Да. Ну, понимаешь, что тебя где-то наебали. В надежде, что ты, наверное, не вернешься. Или как оно? Ну, это такое. Ладно. Зато патронов дали нормально. Патроны, да. И что, вы что, начали перебегать двойками? Или как? Двойками, да, перебегали. И что, куда делись остальные? Ну, ты если один в плену. Или еще кто-то есть? Некоторые 300-е их вывезли. Уже вывели. Да. А вот 200-е еще лежат в окопах. И сколько там осталось? Ну, вся ваша двадцатка. Кто-то добрался до позиции? Вот получается, я ушел, после меня еще двое остались. Ну, из моей двадцатки. Ну, тоже в плену или где? Нет, они там. Мертвые, да? На позиции стреляли еще. Ну, не знаю, может, мертвые уже. Ну, короче, позицию вы так и не забрали. В 20-ром, да? Да. Тут там тигры сидят, короче. Да? Ты что, мужики, если вы увидите, то вам респект. А какое село штурмовали? Вы знаете? Нет. Не? Ну, Очеретина, там Сокол, не? Даже не знаю, какое село. Нам сказали сперва, мы возьмем 17-ю точку. Ну, понятно вообще. Потом сказали, ну, это деревня получается. А потом сказали, на следующий день сказали уже А вы знаете, какая 35-я точка. Не? Это 35-я точка, уже другое место. Ну, понятно, но ты не знаешь. А кто Нет. вас в плен взяли, тоже не сказали. Не? Ну, короче, парни, если узнаете, Донецкое направление, район Авдеевки, вот, Очеретина, походу, где-то тут был. Поэтому мужики, да, 20 оставили. Короче, а как ты в плен попал? Ну, ты бежал что, с автоматом стреляться или что? Она, получается, на предохранителе не стояла. Ну, и что ты делал? Я бежал, на 191-ю, с окопа выбежал и стал бежать на 191-ю точку. Ну, на нашей позиции, правильно? Да. Я просто не знаю твои точки, мы их потом, короче, ты бежал, Да. и что? Стал бежать, где пулеметчик по мне сработал. Чей? Ну, Наш? ваш. И что дальше? Ты упал? Я упал по тутке, сказал, что я 300. Ну, и что тебе сказали? Держись. Все. Что ты в этот момент почувствовал? Либо мне назад, либо вперед сдаться. Я даже не соображал уже. Я автомат бросил. И что ты делал дальше? Мне сказали, иди сюда. Да, Ползи. Недалеко от наших был, Да. да? Либо, вот, получается, ваши и наши, получается, я посередине был. Либо туда, либо туда. А что ты к своим не пополз? Ну, пулеметчик обстрелял, попал еще куда-то. А, ты думал, что добьет? Типа, Да. Да? Ну и плюс наши хотя бы не обещали тебя обнулить, да? Ты знаешь, ну ты до этого знал, что обнуляют российская армия? Нет. То ты не знал, что в российской армии своих убивают? Тех, кто не хочет приказ выполнять. Ну вот мне сказали там по радейке, слышали. Если он не пойдет, его 200 сделают, но обнулят. Ну ты что, до этого не знал, что так До происходит? этого нет. Ну. Вообще даже не в курсе был. Ну ты как думал, что российская армия это типа вот такая, да? Нормально ему, ага. На фарш отправили. Ты как-то думал, попадешь. Мы же, знаешь, Украина очень приветливая страна. Одна у нас, наверное, в мире у украинцев такая репутация, что мы очень приветливые и добрые, и белые и пушистые для всего мира. Ну, по факту, я тебе говорю, так и есть. Знаешь, и весь мир, в принципе, так о нас и думает. Но у нас есть другая сторона медали, видишь? Что если кто-то рыпается на святое, а это наши земли, близкие, то у нас второй режим включается и убивают все, что движется. Вот. А что не движется, знаешь, что делают? Толкают и убивают. Толкают и убивают. Вот. И что, тебе сказали, да ползи. Ты пополз, автомат бросил, да, чешу? Да, я автомат бросил, до дороги дополз. Сказали встать и броник выкинуть. Ну да. А ты знаешь, зачем так делают?
Нет, даже не знал. Чтобы такие, как ты, гранаты себя не взорвали. Я понял. Потому что наши у меня товарищ взял уже много пленных, таких как ты, живыми. Я понял. Там больше десятка. А последний дебил гранатой себя взорвал. И он 300-м в больницу поехал. И теперь инвалид до конца жизни. Представляешь? Он таких, как ты, 16, там, ну, много, короче. Никого там никак не отрезал яйца, не убил, там ничего, как у вас говорят. А просто спас, а последний вот такой дебил послушал российские новости и себя гранатой подорвал. Поэтому вам говорят снимать броник. Ну, понятно, что это небезопасно, да? Но потому что некоторые у вас дебилы себя подрывают, непонятно что. Ну, вот если бы ты себя сейчас подорвал, что бы было? Если я подрывать не буду. Не, ну ты же понимаешь, что это было бы просто... Вот ты сейчас в плену сидишь. И что? Страшно? Да не очень. Ну, убьют, страшно будет. Такой, сидишь, свежим воздухом дышишь. Не очень. Красиво в Украине, да? Красивые места. Да, ты еще. Вот не пошел бы воевать, понимаешь, закончилась бы война, приехал бы сюда бы и погулял бы тут, посмотрел бы, как тут все. Понимаешь? Понимаю. Столько в Украине исторических мест есть, где казаки там воевали, и скифы там, и прочее, прочее. Тут земля с тысячелетней историей, понимаешь? Ты знаешь, что Украина появилась раньше, чем Россия? Ну, в принципе. Что когда уже тут людей крестили, ты крещеный? Я крещеный. Да, вот когда в Украине людей крестили, России еще и близко не было, болото все было. И когда говорят, что, как мы там, блядь, младшие братья, да, кто там, сестры России, то мы просто смеемся всем в лицо. Потому что не может быть младший брат старше, блядь, другого на 200 лет, грубо говоря. Ну, правильно? Да, ну, правильно, конечно. Ну, вот. Поэтому, когда в Москве, раньше ж не было России, тоже знаешь? Россия появилась в 91 году. Значит, а до этого был, что? Советский Союз, ну, Российская социалистическая республика. А до этого была Российская империя, до этого было там Московское царство и все-все-все вот это. А Россия появилась в 91 году. А Украина как была, еще Киевская Русь была. И Великое князівство Литовское. Вот. Но первые упоминания об Украине, если я не ошибаюсь, 1100 какой-то там, 87 год, 1087 год. Короче, вот скоро будет 1000 лет. Вот этой земле, где ты сейчас сидишь, которую ты освобождать пришел. 1000 лет. И как видишь, никто ее еще не захватил. Только вот Совок пытался, но потом все равно выздох. Ну, короче, то все такое, отступление в историю. И что? Дошел ты до наших, снял броник. Что там дальше? Выбежали двое, утащили меня туда. Куда? Ну, в блиндаж? Ну, да, туда. С той стороны, получается, вот идет полоса, я отсюда выбежал, меня двое выбежали. И вот так протащили меня. Что? И сколько их там было в окопе? Много? И как раз, получается, меня вытащили, вот отсюда протащили. И за мной, получается, не знаю, прилет был. Ихний как раз вышел, ну ваш, получается, вышел. Ему в легкое что-то прилетело. То вышел тебя забирать еще? Нет, это уже там какой-то старый, ну, лет, сколько ему, 55 ему сказали, лет ему. Не, я понял, о чем выходил? Он, не знаю, посмотреть, что ли, говорит, и прилет был? Да, прилет там был. Как меня только вытащили, вот до туда притащили, и прилет был. Там, где ты был, прилетело? Да, получается, вот где на дороге. От дороги, получается. Ну, ты ушел с дороги, и где ты был, прилетело, правильно? Да, туда прилет был. И наш затрехсотился, да? Да, 300. Ну, потом 200 стал. Да, погиб, блядь. Ну, короче, видишь, блядь, жизнью рискуют, чтобы вас спасать. Ну, ты же понимаешь, что это ваши мины? Да, я понимаю. Ваши мины били по вам. А самая ирония в том, что ты говоришь, наш погиб, да? Ваш погиб, да, меня тогда. А ты тут сидишь. Я тут сижу. Это справедливо, как ты думаешь? Нет. Он тебе сделал что-то плохое?
Мне вообще плохого не сделал. А они что тебе? Воды дали? Перебинтовали. Еще и помощь? Да, и воды дали. Ну, вот, ну скажи, ну, за полчаса я где-то 4-1,5 воды выпил. Ебать, ты там типа... Ну скажи, это справедливо? Ну вообще, как ты думаешь? Ну получается, это получается, Россия несправедливо поступает с нами. С кем? Ну ты ж часть этой России. Ну да, часть. Я в России родился, но... Все, говори, то и проверяю, чтобы запись была. Ну вот, ну как ты думаешь, справедливо вообще? Вот что ты пришел, хотел его убить по факту. Сколько их там в окопе было наших? 5 человек. 5, а вас 20, да? Ну там получается 20, но я-то выбежал один. Ну я понял, остальные не побежали. Они не побежали, самого молодого отправили. Ну, скорее всего, они там тоже в посадке где-то остались. Но все равно наших сидело там 5, Да. а их 20. Да, получается, тут 5 человек сидело, а тут, не знаю, пространство, дорога, что ли, там, не знаю. И тут пулеметчик с другой точки сработал по мне. А, тот, который тебя ранил, да? Да. Наших, значит, не 5, а 6 где-то было. Ну, их там 5, тут 5. А, наши там... По пятеркам, как я понял, Да? да. Ну, все равно вас больше было, да? Шансы у вас были, наверное. И что тебе? Как тебе вообще в плену? Вот сколько ты уже тут? Пару дней? Ну, получается, 6-го забрали меня. Я в посадке был. Воду, сигареты дали. Ваши. Ну, и как, ты доволен? Я доволен. А вот русские бы не дали. Ты что, ты? Свои не дали бы. Ну, Наши. Они быстрее пристрелили. Ну, тебе так и сказали. Ну, ты знаешь, что Россия говорит, что в Украине тут типа яйца отрезают, типа вот эту всю хуйню. Ты же понимаешь? Слышал? Кто-то еще говорил, вот ты к ним подойдешь, вот они тебя расстреляют там, убьют. Друзі, не перемикайте, маленька реклама. Хочу порекомендувати вам магазин «Прапорщик», який знаходиться в місті Києві по вулиці Січових Стрільців, 81. YouTube забороняє показувати, що там продається, але якщо вам потрібні іграшки будь-якого калібру, то вам до них. Також у них є чудова майстерня, де ви можете полагодити свої іграшки. Якісний асортимент, гарні ціни, завжди знижки для військових і все це в одному магазині. Тому звертайтеся до наших друзів, підтримуйте українське. Посилання на цей магазин у нас в телеграм-каналі. Дякую. Да, ты думал, тебе там правду скажут? Одно и то же говорят. Каждый день. Что вы побеждаете, что мы Да. почти сдаемся, тут Да, чуть-чуть осталось. Украина там сдается, вот бросает своих. Ну и что, бросили? Если тебя даже вытащили. Ты же понимаешь, что с такими, как ты, тоже не сильно хотят там возиться. Ну, и тут то же самое. Таблетки дай, воды дай, в туалет дай, блядь, поесть дай, и все. А Россия вас не забирает, к сожалению. Не хочет менять. Украина предлагает, ты согласился, смотри, в России есть пленные, в Украине пленные. Вот все равно, где какое количество. Ты бы согласился вот всех на всех? Чтобы все вернулись домой. Я согласился. Ну, если бы даже не, Раз- не в плену. Чтобы все вернулись к матерям, женам. Да, я Чтобы все вернулись и хотя бы увидели своих близких. Просто вот я тебе сейчас, если у меня фотка осталась, я ее показывал вроде предыдущему, сейчас тебе покажу. Какими возвращаются с российских тюрем, точнее плена. Смотри, это украинский боец, просидевший 2 года у вас. Как ты думаешь, его кормили? нет, вообще не кормили, походу. Ну вот, смотри, какой он. Это в неделю один раз, наверное, еду давали. Вот это он 2 года сидел в российском плену. Ну, чтобы ты так понимал просто. Ну, По виду это в неделю один раз еду давали. ну да, И воду. поэтому мы и хотим своих забрать. Поэтому и мы записываем эти видео. Поэтому мы пытаемся донести, что типа, ну,
давайте меняйте, давайте там это, а ваши не хотят менять. Поэтому мы с тобой записываем. Во-первых, чтобы остальные увидели, у кого дома интернет будет. Понимаешь? Показали своим родственникам, близким. И так, если случилось, что сюда приедут, то написали в «Хочу жить» проект, либо мой телеграм личный будет тоже там в описании. Ну, можно ж просто, ты понимаешь, что если бы ты поднял руки, просто бы сдался сразу же, то ты бы даже без ранения был. Ну, ты же понимаешь, что у тебя судьба была, только к тебе, я не знаю, отношение чуть лучше было, потому что ты вообще сам не в бою. Ты же в бою по факту, понимаешь? Я в бою, да, по факту. А так бы ничего бы не изменилось. Да. И Украина ж не сообщает в Россию тех, кто сдался добровольно. Вот и все. Ты в бою, тебе с российской стороны вообще вопросов не будет. Ты типа раненый был, понятно. Украина со своей стороны выполнила все требования международных конвенций, тебя взяли в плен, тебе оказали первую помощь, ты сам говоришь, что тебе воды дали, и все остальное. Ты, по-моему, тебя в больницу повезут, ногу залечат и все остальное. Да. Мы со своей стороны все сделали. Так же самое, когда сдаются другие российские военные в плен, просто автомат бросили, руки подняли и пошли, то Украина ж не говорит России, типа, что а вот они так сдались. Они типа это. Они типа тоже как а-ля в бою, только не в бою. Поэтому я надеюсь, что после таких видео будут больше сдаваться и все остальное. Так ты голосовал там на выборах, ходил? На выборы вообще не ходил. Чего? Так а кто у вас выбирает этого? Там время идет? Да. Сколько там? 30? 30. Кто вас выбирает? Президента и всех остальных? Я уже, получается, один раз ходил, депутата выбрал. Больше не ходил. Кого? За Единую Россию? За Единую Россию один раз ходил, больше не ходил я. И что, тебя Единая Россия сюда отправила? Ну, наголосовал, блядь. Один раз ходил, я говорю, не пойду, говорю, голосовать. Смысл ходить, говорю, без нас, говорю, выбрать. Свободная страна. Они выбирают президента, они выбирают уже сами уже, там уже, наверху уже выбирают. А нам просто говорят, выбирайте. Там уже выбрали уже. Без нас уже выбрали. Вообще, чем ты там интересовался? Девушка была, не была? Девушка есть. Есть? Есть. И что, она одобряла, что ты сюда пошел? Нет. Нет? Нет. Ой, тяжело. Но она там что, тебя там писала, поддерживала, там что-то? Созванивались. Да? Ты говорил, что ты пойдешь на штурм, типа? Нет, не сказал. Не сказал? Даже маме не сказал. Да. Короче, в интернете он увидит. Кто там с России будет смотреть эти и писать оскорбительные комментарии, вы комментарии напишите. Только возьмите видео, раскидайте потом по вашим там чатам, где вы ищете военнопленных. Вот. Да? Чтобы мама твоя увидела. И девушка. Или кто-то, и друзья, что-то там. Короче. Вы, грубо говоря, что в ауле каком-то живете? Частный дом, да? Да. Село? Деревня. И сколько там людей? Там проживают полностью в деревне 100 чем-то человек. 100 тысяч просто? Нет, 100 с чем-то человек. А кто там род будет продолжать, если ты уехал? Там, наверное, одни деды остались. Все по городам уехали, кто-то в Пермь уехал. А сколько с деревни мобилизировано? Там один, получается, с другой деревни ездил. Получается, съездил он, полгода прошло, он приехал в отпуск. Живой? Живой. Потом уехал. Они говорят, пошли 100 человек, что-то ушли ихних. Он вместе был. 15 человек вернулись, остальные нет. А он? Он не вернулся. 3 месяца без вести пропавшим был. Привезли в гробу одно ухо. Что собрали, то и привезли. От тех 20, что с тобой были, думаешь, больше останется? Не знаю. Но если их тут с тобой нет, значит денег. Либо 200, либо 300. Скорее всего, там где-то и по посадкам остались. Короче, нормально там кто-то оборону у нас держит. Это типа и красавчики.
Что ты... Как ты... Я просто не знаю. Ну, ты историю в школе хорошо учился? Есть среднее? Историю плохо учил. Ну, а среднее образование у тебя есть специально? Но я в коррекционной школе учился. В какой? Коррекционной. Это... А, я понял, поправляли тебе это. Ну, и что, ты учился хорошо? Ну, там хорошо учился. Ну, типа там, я не знаю, историю ты изучал вообще? Историю нет, вообще не изучал. Ну, ты знаешь вообще, когда война началась, вот это все? Вот я, получается, историю учил. Я на тройке учился, я вообще не отвечал на вопросы. Не, я понял, ты, ну, интересовался, что, когда война? Сейчас 24-й год, правильно? Когда война началась? Вам рассказывали? Ну, Россия, ну, вас СВО, да, называют. Когда Россия напала на Украину? Ну, есть понимание? Нет, я даже не знаю. Я понял. Бля, ты, короче, не интересовался, да? Хорошо. Население России знаешь какое-то? То вопрос от моего подписчика и этого, от моего подписчика, любимого поклонника. Такой есть Вова Золкин у нас. Вот. Знаешь население России? Нет. Ну, приблизительно. Цифрами ж. Владеешь? Ну, в Пермском крае у нас было 35 тысяч. Ну, Ну, это Пермский край. А край. Россия же большая. Россия большая, но не знаю численность. Ну, примерно. Миллион, 2, 100, 200, миллиард, блядь. Есть что-то там прикинуть вообще? Короче, то такое. Что ты думаешь дальше? Тебя обменяют. Сюда пойдешь? Нет. Че? Не пойду больше в эти края. Ну, это ты тут говоришь, типа, ты тут в плену еще, ну, а так. Лучше в тюрьму, но не сюда уже. Прошлый Иначе. сказал, что вернется. Не, я сюда не вернусь. Больше. Не хочется? Нет. Ну, а как же, ну, типа, ты знаешь, что такое денацификация, демилитаризация? Слышал? Бандера. Слышал, кто такой? Бандера где-то слышал, ну... Шухевич. Михновский. Коновалець. Грушевский. Что еще? Тарас Шевченко. Знаешь, что такое? Не знаешь Тараса Нет. Шевченко? Нет. Тяжело. Блядь, я просто не знаю, чему вас в России вообще учат? Ну, типа вот... Чему вас учат? Ну, по-хорошему. Ну, ты представляешь, что так люди ну, нормально не живут? Без воды, газа, туалет дома есть? Ну, деревянный. Вот как вот это, да? То у вас туалет или да? Туалет? Вот такой? Да. Туалета нема. Типа есть просто хата, да? И все. Ну. Ты хуёв, блядь. Я не понимаю. Есть вопрос? У матросов нет вопросов, да? Ну и что? Скажи, вот как так-то? Просто у вас же по телеканалам рассказывают, что Россия пришла сюда освобождать русскоязычных украинцев. Как ты вообще относишься к этому? Стоит нас освобождать? Или страдаем тут? Тут только они убивают ваших. Детей. Не освобождают, а убивают. Детей убивают, понимаешь? Ну, это ж я говорю. Ладно, там я еще могу военные, все дела. Но когда ты видишь мертвое тело ребенка, это пиздец. После вот мальчик, когда там есть тоже фотографии в интернете, дома в кроватке погиб. Укутанная ракета прилетела в дом. Но ваши сказали, что там база НАТО, наемников. Только что НАТО 3 года, блядь, чи 4. Ну, может быть боец НАТО в 4 года спать в кроватке детской? Не. Ты спросил, что такое интернет вообще? А у него был телефон с сенсором. Ты что думал? А в селе деревне есть интернет? А? В деревне интернет. Ну, проведем? Но вышка просто. Не, оптоволокно. Нет такого. Ты хуй, блядь. Ну, смотри, сколько, ну, а почему так? Ты же понимаешь, что если бы твоя страна хотела бы, чтобы ты был умным, ну, в плане, я не знаю, там, ну, блядь, ну, у тебя сейчас знания, ну, не на 26 лет, понимаешь? Я понимаю. У меня в 26 лет уже было, ну, там, я не закончил, у меня вот бакалавр образование. У меня 9 лет школы,
Я фельдшер, я работал на скорой помощи, у меня есть образование, я, блядь, могу там и первую помощь оказать, и все, сейчас я это служу. Потом я на бакалавра пошел, еще я закончил, там даже заочно, ну без разницы. Читал, смотрю постоянно что-то там даже в Ютубе, там, ну как-то развиваюсь, ну это ж, ну пиздец. Ну в 26 лет я много, в 26 лет я перед людьми уже выступал. Ходил там по разным мероприятиям, меня приглашали в университеты, школы, я в колледже, я перед взрослыми людьми уже выступал и рассказывал какие-то моменты. Ну, как-то так у меня было. Понимаю. Ну, У меня дома, смотрю, у меня дома есть интернет. У меня дома есть проведенная вода. У меня дома есть туалет, душ. У меня на улице есть летний туалет, есть летний душ. Ну, не вот такая хата-мазанка, а нормально. я понял. Ну, типа, у меня в доме, ну, все есть, блядь. Типа, все нахуй. Просто Россия хочет, чтобы этого у меня нахуй не было. А я не хочу. Ну, типа, извини, я не хочу жить как ты. Ну, я не хочу, чтобы мои дети, родители, блядь, и жили вот без нихуя. Ты же понимаешь, столько, сколько ракеты вот эти стоят, которые летят. Ты же понимаешь, сколько это денег? Одна ракета выпущена. Так это большие деньги. Ну и как ты думаешь, чем это все закончится? Давай такие лирические вопросы. Есть понимание? Ну смотри, вы пришли сюда. Да. Захватывать и убивать. Ну, я думаю, ты понимаешь я это. понимаю. Что ты как бы не спаситель мира. Понимаешь? И в 26 лет, извини, ты уже военный преступник, грубо говоря. Да. Потому что ты пришел на чужую землю убивать людей. То, что ты никого не убил, ну, опять-таки, по твоим словам, да, то это ж не означает. Потому что твои товарищи и пленных расстреливают, и ну, насилуют. В Киевской области на начало войны было очень много зафиксировано официально случаев изнасилования детей, блядь, в вашей армии. Там и 13 лет, и что-то 10 лет, блядь, там пиздец. Ваши эти долбоебики порезвились. Ну вот. Ну реально, просто мародерили, убивали и насиловали. И ты ж один, как и они. Понимаешь, пока, смотри, пока моя нога вот тут, вот в Украине, я не оккупант, я защитник. Как только я там в Белгород там заеду, в Курск, в Ростов, то у тебя будет полное право называть меня таким же. На данный момент так вот. И вот как ты думаешь, вы с такими настроениями, подготовкой, какие у вас результаты? Ну или там перспективы? Я даже не знаю сейчас сказать. Ну как вот ты есть, блядь. Твой первый бой как прошел? Не очень. Не очень. А сколько таких, как ты, было? Ну, остальных видел, трупы были там? Были. По посадкам? По посадкам были. Ну. Ты думаешь, они там первый день лежат? Ну, когда заходили, ну, там ничего не было. А. А когда вот шел я, получается, ну, перед нами шли другие люди еще были. Кто-то уже горел. Че он горел? Ну, прилетело, горел он уже. Тело горело. Это потому что мы любим прожарочку делать. Ты любишь мясо какой прожарки? Медиум там, все дела. Не шаришь? Нет. Ну, видишь, а мы любим, чтобы так хорошо зажаристо было. Шашлыки любим все делать на природе. И что, кто там еще был? Горели. 300-х много было. И ты все равно вперед. Боялся, что А- убьют? Я полз. Да? Я голову вообще почти не поднимал. Это хорошо. Я не знаю. Хочешь, скажи. Там 3 человек перебегали, получается, с 149-й точки, там, получается, лесополки на другую лесополку. 3 перебегали. Один нормально пробежал, другому в руку попало, другому в голову попало. Ну, не судьба. Ну, смотри, мы можем определить примерно процент выживаемости. Перебежать с одной лесополосы в другую 30% выживаемости, да? А по факту один выживший, один 300-й, один 200-й. Со штурмовой группы 20 человек, да? Кто-то 300, кто-то 200, кто-то в плену.
Ты в плену. Я в плену. Ну, остальные, скорее всего, 200-300. Там 200-300. Да. Вот мы и выяснили, что какой шанс выжить. 100 поделить на 20. Ну, 80. какой 8? 30%. 5% в лучшем 5%, случае. да. Но это так еще повезло. У некоторых есть со 100 1-2 доходят до плена. Остальные там остаются. Короче, что, можешь сказать пару слов в камеру с друзьям, родным, близким, знакомым? Я думаю, что там хочешь передать? Привет передать хочу маме. Фамилию можно говорить, сказать? Да, можешь говорить, мне все равно, говори как хочешь. Я ж типа... Ну, хочу передать маме привет, Подяну Надежде Васильевне. И девушке Подяну Веронике Александровне. Все. Так ты расписан с ней? Нет. Не расписан. А что, у вас фамилии одинаковые? Или нет? Нет, у меня Наумов. А тут ты просто сказал, вроде и мама, у нее, и одна и та же фамилия. Короче, мы закончили. Лайк, подписка. Обязательно подписывайтесь, бо я по свою статистику, вы вот это потребляете контент, а никто не подписывается. Вот. Пишите ваши комментарии, что вы по поводу этого думаете. Российским там женам, бойцам, всем вот этим, кто с рапси этой, вот, то внизу будут контакты проекта «Хочу жить», вы их еще видели на экране, пока мы тут общались. Поэтому у вас есть возможность, если кто-то сюда попал, сдаться в плен добровольно, потому что ему повезло по факту, правильно? Правильно. А другим не везет. Вот чтобы не было вот такого везет, не везет, вы можете добровольно просто оставить оружие на позициях, сдаться в плен. Ну, как-то так. Даже если не знаете, что делать, просто оружие бросили, руки подняли и идете. Вот, поэтому пока, в принципе, ну и распространяем видео. Вот, во-первых, чтобы его остальные увидели. Во-вторых, чтобы больше сюда не ехали. Да? Да. Больше, чтобы никто не шел. Надеюсь. За Россию воевать. А за Украину? А за Украину пусть воюют, но не за Россию. Все, так и запишем. Будет вот это на приве. Все, всех обнял, приподнял.